дико понравилось. Мы с тобой вчера эти карты смотрели на морских, о господи, ну в общем вот этих вот глубин на Вителе, или как там называют, на Вионике. Расскажи мне, пожалуйста, вот про вот эти то ли отмели, то ли насыпи, которые между фортами идут. То есть есть, естественно, историческое их объяснение, что якобы это была защита от прохождения вражеских судов. Но я так понимаю, что там есть некие несоответствия, которые вызывают вопросы. Тем более, что там получается две линии вот этих вот оборонительных валов. Ну, условно их назовут не валы, конечно, а что-то другое. Вот об этом. Ну, это не валы, это гряды насыпанные, которые считается, что сделаны в середине XIX века для защиты от прохождения к городу вражеских военных кораблей. Вот. Существует, сейчас выделяется 3 локации этих насыпей. Одна локация находится по южному флангу, то есть это южнее Кронштадта, от берега к Кронштадту, если точнее, он тянется от отмели в районе Большой Ижоры и тянется непосредственно до Кронштадта. Вторая, значит, гряда тянется примерно от форта Шанец в Кронштадте и на север в сторону Сестрорецкого разлива. К Сестрорецку туда тянется. И третья тянется, начиная от третьего северного форта и опять же в сторону северного берега. Она идет параллельно современной кольцевой дороге Дамбе и соединяет между собой северную группу фортов. Вот они 3 локации вот этих насыпей. Они широкие, частично разрушенные. Местами они поднимаются достаточно высоко. Отмель может составлять там, менее 1,5 метров от поверхности воды. А местами они разрушены, и там глубина уже больше 3 метров. То есть они такие вот срытые. Вот. Искусственно они срыты или сами разрушаются, я не знаю. Вот. Ну, они есть, да, эти карты. Они отмечены на картах, на навиониксах, все рыбаки питерские их знают. Вот. А там еще протяженность получается что-то около 30 километров? 28 километров от берега до берега и за минусом непосредственного Кронштадта, острова. Вот, все. Но с точки зрения морской фортификации вообще имеет какое-то значение? Нет, абсолютно. Дело в том, что они проходят по мелководью. Вот, если вот, 2 локации, они проходят по мелководью, то есть в них, там и так корабли не зайдут. А третья, она проходит, вот, которая идет от форта Шанец в сторону Сестрорецкого разлива, она происходит по относительно большой глубине. Ну, как относительно, там 5-6 метров глубина. Вот. Какая осадка у судна условного там? Ну, где-то как раз такая. Вот. То есть, ну, а там дело в том, что буквально какие-то там 500-600 метров, и уже начинается подъем уровня дна, уменьшение глубины до 3-4 метров. И там уже идут стабильные 3-4 метра глубины, то есть там уже корабли не пройдут. Вот. Считается, что сделали их как бы в качестве обороны, но целесообразности в этом никакой нет. Какая разница, что корабль подойдет 500 метров дальше или 500 метров ближе, в условиях, что там до города, до Санкт-Петербурга по акватории, по прямой почти 30 километров. Никакой. Что такое 30 километров и 500 метров? Ни о чем. Ну так вот. Мы когда с тобой говорили неделю назад, я рассказывал про подземные ходы между Токлебиным и Обручем, и ты сказал, что да, там между ними насыпь идет. Это вот про эту насыпь говорил? Она не соединяет их, она проходит в тех краях, но она их не соединяет. Ну это вот она же получается. Да, она, да. Она, есть одна гряда, которая соединяет группу северных фортов, начиная с 3-го, их там несколько фортов. Вот она тянется, да, она обозначена на Виониксе. То есть еще есть 3-я гряда, которая часть фортов соединяет? Да, 3-я, я же сказал, их 3. Одна по южному флангу и 2 по северному флангу. Вот, те, которые по северному флангу, она идет одна по глубине, вторая по мелководью. Ну, скорее всего, они просто это соединяют, вот эти форты. Какая целесообразность этого, я не знаю. Если бы это были сухопутные форты, можно было бы сказать, что это оборонительные валы? Скорее всего, это какие-то коммуникационные были.
Если предположить, что когда-то, а есть все основания полагать, что это действительно было сделано не сейчас, не в середине 19 в середине 19 века их могли дорабатывать. То есть какие-то участки, которые там были наиболее разрушены, их могли подсыпать. Вот такое вполне могло быть. Вот. А в общем и целом целесообразности в этом никакой нет. И, то есть это, скорее всего, что-то старое какое-то наследие. Вот. А какая цель была изготовления этих насыпей? Скорее всего, они были какие-то коммуникационные. Возможно, еще в тот период, когда воды на этих участках не было. Наверное, мы как дороги насыпали. Может быть, дороги, может, это трубопроводы какие-то, может быть, там, ну, все что угодно. То есть, я говорю, что-то коммуникационное. А это же все остальное, это можно насочинять что угодно. И в продолжение этого вопроса, вот мы с тобой посмотрели на карте, на том же Новиопте, видно, что нас классически учат, что под форты ставили кряжи, то есть привозили там камни, делали кряжи, насыпали, там сложная работа, но когда мы смотрим с тобой промеры глубины, вообще профиль дна, получается, что все вот эти форты, они стоят на естественных возвышениях. Практически все, за исключением Татлебина. Вот форт Татлебин, он выделяется, он действительно похоже, что стоит на ряжах, или как минимум основание у него такое, ну, искусственная насыпь какая-то. Все остальные форты, они имеют, если взять карты Навионикса, он показывает изобаты глубин с шагом в полметра. Они показывают естественную пологую отмель у всех фортов, абсолютно у всех. Ну еще пороховой форт тоже такой. Ну, в пороховой форте его не проверить, потому что он стоит, там глубина 1,5 метра. Ну, там не проверить, есть там возвышенность какая-то природная, неприродная. То есть он просто на мели стоит. Что такое 1,5 метра по пояс? Вот. А все остальные, они стоят на глубине в районе 3 метров, 2,5, 3, некоторые до 3,5 метров форты стоят. Вот. Там везде они на Навионикс рисуют естественные возвышенности. А вот эти ряжи, которые нас учат, беллетристика 19 века, и 18-го. Они использовались только локально, частично, там, где нужно было сделать отвесную стенку для того, чтобы получилась возможность швартовки судна. То есть подкопали, чтобы судно зашло, и сделали вертикальную стенку. Вот там были заложены ряжи, и на них уложены гранитные блоки. Пришел, пришвартовался, все. А сам остров, там же не к любому месту на форту можно швартовать. Там строго определенное место было выделено для швартовки судов. И оно еще было огорожено волнорезом, чтобы там бухточку, потому что там большая акватория, все время волны. Чтобы они заходят, там такие вот волнорезы, мол такой был. Они туда заходят, швартуются. Вот эти вот места, они действительно сделаны, там могли быть сделаны ряжи. В частности, на форте Константин. Они прослеживаются там еще на некоторых фортах, на том же Обручеве форте. А на мелководных, вот южная группа фортов, вот все 3 форта мелкие, там 1, 2, 3, вот Милютин, пороховой форт, они на мелководье, там нет никаких ряж, не замечено, и на углубительных работ там тоже никаких нет, там мелкое до сих пор. Владимир Николаевич, ты же был, наверное, практически на всех этих вот фортах. Ну, на половине был. Знаешь, что удивило? Вот я приезжаю на форт, вижу, да, серьезная гранитная конструкция, то есть защитные стены из гранита. И тут же мы видим некие военные надстройки, в частности, вот меня поразило, почему в некоторых фортах из кирпича делали дальномерные башенки. Вот казалось бы, какую башенку-то надо из гранита делать, дальномерную, которую, если ты снес, ты форт ослепил фактически. Нет, они почему-то из кирпича. У меня создалось впечатление, в истории называется это эффект вторичного использования. То есть, когда были какие-то руины чего-то, пришли, уже не владея этой технологией, начали достраивать, ну, чтобы объект был. Вот не складывается все это такое? Может, я ошибаюсь? Вот прокомментируйте, пожалуйста. Запросто. Если мы возьмем форт Павел I, то мы увидим, что гранитные блоки стоят поверх кирпичной кладки. Ни один здравомыслящий человек изначально так строить не будет. То есть видно, что собирали по факту, постфактум из того, что было. Да. То есть фактически, получается, могли найти какие-то руины на этих возвышенностях? Ну, что-то там было, да. Что-то было. Потому что, ну, зачем ставить гранитные блоки веса по несколько тонн на кирпичную кладку? Да еще на высоту, там же она высоко там это находится. Смотрите, это уровень там какого-то там, пятиэтажного здания, 4-этажного здания. Вот они, во-первых, какими кранами они туда поднимали, вот эти вот блоки гранитные. Ладно, бог бы с ним, да. Но зачем ставить их наверх, когда внизу у тебя кирпичные стены? Какой смысл? Непонятно.
А с другой стороны, опять же, где они такое количество гранита взяли? Мы с тобой знаем, мы походили и по разным каменоломням, да и в принципе историки, вернее геологи это не скрывают, что проблема найти большие длинные куски гранита. То есть максимум, что сейчас можно найти, и в принципе в недавнем прошлом, там 200-300 лет назад, ну это там максимум 3-метровый кусок. Нет, до 5 метров можно, до 5. Но объем в итоге превышает возможности. Нет, на фортах там больших блоков нету. Там блоки, они действительно, там, ну, самые большие, там 3-4 метра. То есть такие реально блоки существуют. Более того, там можно же определить по степени эрозии. Камень имеет степень эрозии, выветривания, да? И на всех фортах степень эрозии гранита примерно одинаковая. При том, что они строились в дельте больше 100 лет. То есть группа фортов, южная группа фортов, которая постройки еще 18 века там, или начала 19, да, и северная группа фортов, которая по официальной истории построена начиная с середины 19 века и вплоть до начала 20 века. Последние два форта — это Обручев и Татлебин, которые построены в начале 20 века. Но если мы посмотрим степень эрозии гранита, она везде одинаковая примерно. Во всяком случае, если предположить, что изначальная обработка, степень обработки у них была изначально одинаковая, то разницу мы не заметим. То есть степени эрозии нет. Вот. А если мы посмотрим какие-то другие знаковые сооружения в Петербурге или в окрестностях, мы увидим, что гранит будет более эрозированный. Вот. Соответственно, предполагает то, что вот эти, как минимум, видимые части гранитные на фортах, они, скорее всего, действительно имеют датировку, которая указана в беллетристике, то есть это 19 век. Вот. А что касается непосредственно Петербурга и его окрестностей, вот этих дворцовых ансамблей, то с высокой степенью вероятности можно предполагать их более древний характер. То есть ты имеешь в виду... Потому что, да, порода камня одна и та же. Значит, но если предположить, что у них изначально была одинаковая степень обработки, финишная, да, то степень, в результате того, что степень эрозии у них разная, там глубина каверин, трещины, там много позиций, да, отшелушивания. Вот, и примерно схожий у них режим эксплуатации, да, то есть все-таки климат один и тот же. То есть мы не сравниваем камни, например, в условном Краснодаре и в условном Петербурге. Нет, они все в Петербурге. Да. Вот, а степень эрозии у них разная. Ну так не бывает. Не бывает один и тот же камень по-разному эрозировать в одном и том же месте, при условии его одной даты изготовления, как нас пытаются уверить. Нет, они бы тогда тоже выглядели одинаково. А в случае, если это какой-то полированный предмет, у него вообще изначально завышенная планка обработки, то есть у него водоотталкивающие свойства и еще более высокие, у него вообще степень эрозии должна быть на порядок ниже. Потому что тот, который не имеет глянцевую шлифованную поверхность предмет, а изначально неровный, он быстрее подвержен эрозии в силу физических своих свойств. Больше площадь контакта за счет неровности, да, которая принимает ультрафиолет, ветра, там, влага, там, грибы на них селятся, поры и все остальное. А на гладкой поверхности, на полированной, тем более, таких условий для агрессивного воздействия внешней среды их намного меньше, соответственно, степень сохранности должна быть по умолчанию выше. А по факту мы видим совершенно обратную картину. Поэтому, когда мы видим где-то знаковые сооружения, которые отполированы, нужно понимать, что эта полировка была свежая, недавняя. А где мы видим те же самые предметы, где только остатки этой полировки, они все очень эрозированные и все в плачевном состоянии, в аварийном. Как, например, те же самые колонны мавзолея Павла I. Он называется сейчас мавзолей супруга благодетель в Павловске. Вот. Ну, так вот не бывает, да. Владимир, сейчас в преддверии следующего вопроса хотел тебя немножко про мифологию Ладоги спросить. Ты же там фактически рыбачишь, это постоянное место твое на рыбалке. И с Ладогой связано много странных историй. Это и волны, которые неожиданно появляются, звуки какие-то странные. Ну, в общем, что необычного на Ладоге происходит? Значит, я первый раз столкнулся с этими волнами лет 10 назад. Дело в том, что
Я тогда еще не занимался ни историей, вообще не знал про эти волны ничего. Дело в том, что там, где я ловлю рыбу, там нету морского судового хода, то есть где проходят корабли. То есть не фарватер, там нет фарватера непосредственно как такового, но есть места судового хода, то есть непосредственно маршруты, по которым ходят корабли. Корабли там ходят речного класса, то есть они не такие уж большие, это не океанские лайнеры. Титаников там не бывает. Вот. И тем не менее, вот до ближайшего, вот от того места, где я ловлю рыбу, это устье Волхова, остров Птинов, до того места непосредственно, где ходят корабли, как минимум 25-27 километров. При этом корабли там ходят малым ходом, на малой скорости. То есть они, в отличие от океанских круизных лайнеров, которые несутся там на скорости там, 30-40 км в час, эти ползают очень медленно. У них скорость там порядка 10-15 км в час у них максимум, а то и меньше. Вот. И у них кильваторный след от этих судов, он короткий. Это вот так называемая рассекающаяся волна, которая идет за судном. Называется кильваторный след. Вот эта волна, она короткая, она гасит, угасающая. Она не может быть 20-25 километров вот, для такого класса судов. И я когда первый раз, помню, подскочил на такой волне совершенно неожиданно, я еще удивился, думаю, что такое? Вот, и как-то насторожился, посмотрел, думаю, нету никаких кораблей на горизонте, не видно ничего там. Следом прошла вторая, буквально там, может, через полминуты, такая же вторая. И вот всего их было две. Прошли, забыл про них, про эти волны. Вот. И дело в том, что на Ладоге еще эти волны достаточно сложно отследить, потому что, чтобы их поймать и увидеть, нужен абсолютный штиль. А на Ладоге абсолютный штиль бывает крайне редко. Это нужно ловить погоду там, за весь сезон, за все лето, там, да, вот, за период навигации. Там, это по пальцам можно посчитать такие дни. Обычно там всегда волнение. И вот когда идет волнение, Ладога, она как большая акватория, имеет два типа волны. Короткую волну и длинную волну. Короткая волна – это обычная наша ветровая волна, которая есть на любом водоеме. И длинная волна, которая идет, то же самое, ветровая волна, но она идет из центральных районов озера, с больших глубин, и она длинная, пологая. И вот эти вот короткие волны, они еще и накладываются, идут поверх длинным волнам. И поэтому на Ладоге очень тяжело отследить вот это все. Они могут быть, вот эти волны, о которых я говорю, которые неизвестного происхождения, они могут быть и в ветреную погоду, просто ты их не ощущаешь. Поэтому это к тому, какая у них периодичность и интенсивность этих волн, насколько они часто проходят. Вот. А когда бывает вот такой штиль, особенно по утрам, вот это, или ночью, в белые ночи, да, вот бывает такое, сидишь, идет. Вот. Сейчас я уже их начал понимать, они идут со звуком, такой утробный звук низкий, да, и чайки летают. То есть она вот перед этой волной всегда летает. Обычно они где-то сидят, это там бакланы вот эти вот, а тут они взлетают. Вот, я не знаю, с чем это связано, может быть, с этим звуком. Но вот я уже сейчас определяю, что когда эта волна идет, и если только чайки взлетают, и характерный звук, значит, надо смотреть, ждать. Она невысокая, где-то в районе полуметра вот такая волна идет. Пологая, длинная волна. Она бывает одна, бывает две. Вот. То есть нет такого, что они как ветровые волны идут одна за одной. Нет, она одна прошла, и бывает две. Может, бывает и больше, но я видел, что вот либо одна, либо две их проходят. Природа происхождения, я не знаю. Я потом интересовался этим вопросом, внятного ответа нет. Вариантов может быть очень много, начиная от термических, то есть какой-то выход либо горячего пара, либо горячего источника какого-то, подъем, залповый выброс какой-то вот. В общем, то, что создает волну. Она же волна не по поверхности, она же по всей толще воды распространяется, в том числе где-то выходит и на поверхность. То есть она может радиусом выходить и пошла в разные стороны. Вот. А поскольку она длинная волна, с большой глубины идет, соответственно, она уходит на большие расстояния, она практически пересекает всю Ладогу от берега до берега. То есть, в отличие от того же кильваторного следа, который имеет степень угасания. И в случае там, класса судов речного класса, которые ходят по Ладоге, это там
сотнями метров, ну, может, там пара-тройка километров, и он все, загасает, от него следа не остается от этого. А это тянется от берега до берега, а Ладога она длинная. Например, если мы возьмем вот место, где я ловлю, условное устье Волхова, да, или остров Птинов, и возьмем остров Валаам, вокруг которого непосредственно самые большие глубины, то там по прямой 150 километров. То есть вот все вот это расстояние, если мы будем предполагать, что источником этой волны являются вот эти большие глубины вокруг острова Валаам, то как минимум до устья Волхова эта волна проходит, а это 150-160 километров. При этом, если она в устье Волхова в районе полуметра, логично предположить, что в эпицентре, в источнике, она может быть и намного выше. Но я там на надувной лодке не плаваю, поэтому я не могу сказать. Может, она там метр-полтора, может, 2 метра, я не знаю, какая она там. Я могу только говорить там, где я ловлю рыбу, и я знаю эти волны, я их видел. Да, они существуют реально, да. Может быть, тектоническая причина. Вот, то есть, ну, в случае тектонической причины, то есть там, здесь же стык двух платформ происходит, это вот русской платформы и скандинавского щита, ну, это было бы зафиксировано сейсмическими датчиками. Может быть, они и фиксируются, может, так оно и есть. Но у меня сейсмоприборов нет, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. А вообще причин может быть очень много, очень много. Вот, да, начиная, даже да. если они фиксируются, эти толчки, а кто будет отслеживать в этот момент? Да. Да, ну, скорее всего, я думаю, что это как-то связано с термическим вариантом. То есть это либо выброс горячего пара, либо другого какого-то газа, либо горячей воды, подъем какой-то резкий оттуда. То есть мы можем предположить. Дело в том, что если мы возьмем в разрезе Ладогу, да, вот устье Невы, а это условный там северный берег, в сторону Карелии, то вот она, первая половина озера, она идет, плавно понижается, она мелководная, там до 40 метров, вот от 0 до 40, а потом вот эта, вторая половина, она начинает вот такими глубинами, вот такими вот, и есть шишка, это посередине остров Валаам, вот такая шишка, а потом опять резкий спад, и потом опять так называемые шхеры пошли в самом конце. Там вот такое от него, может быть какая-то отраженная волна. Вот, поэтому может быть две волны. То есть она пошел источник, один пошел напрямую, то есть вот волна пошла, да, одна пошла волна, вторая получила отражение, вот я говорю, там же вот такая вот все, это дно неровное. Пошел вот, пошло две волны, где-то если перескочило, может быть 3 волны, я не исключаю такого. Потому что если есть 2 волны, вполне может быть, и бывает и 3 волны, может и 4. Но я видел только 1 или 2 волны. Владимир, кроме вот этих вот волн и гудения, которые слышал, есть какие-то еще эффекты, которые, может, тебя привлекли? Значит, вообще Ладога, я скажу так, значит, вот этот остров Птинов, так называемый, на самом деле это полуостров. А еще точнее, это система островов мелкие, которые формируют некий полуостров. Там из каждых этих маленьких островов даже имеет собственное название. Но они малюсенькие, размером с эту вот аудиторию, а некоторые того меньше в пол этой аудитории. А сам Птинов, он, ну, может быть, размером там 100 метров, там, 100 на 100 такой, вот, даже меньше, метров 80 на 80 такой. Вот. И там от него отходят 2 каменные гряды. Они вот такими 2 лучами идут и уходят на несколько километров в глубину. Они имеют явно искусственное происхождение, насыпанные камнями. Значит, там рыбаки все знают про них. Там винтов перебито на моторных лодках немерено. Сам там бил винт, особенно когда низкий уровень. Они выходят где-то первые полкилометра или, может, метров 700, они прямо вот эти каменные гряды идут прямо по поверхности. А уровень Ладоги, он колеблется 20-30 сантиметров от года в год. И если вода высокая, и эти верхушки камней скрываются с поверхности, запросто можно налететь, разбить винт и будешь куковать. А там до берега больше 20 километров, вот, 28 километров, если точно. Вот. А когда уровень воды низкий, они верхушки торчат, и их видно там уже знаешь. Вот. Они уходят, я с эхолотом плавал, как минимум на 3 километра, они вот эти вот так вот расходятся, 2 гряды, абсолютно прямые, искусственные, они шириной где-то в районе 10 метров каждая. Вот, вот такие вот валы уходят. Явно искусственные, явно ручные. Кто, когда их сделал. Карты, ни одна карта, даже включая Navionics, их не показывает.
И со спутника их тоже почему-то не видно. Их видно только на начальном этапе, и там они такие крайне размытые, неинформативные. Но по факту они тянутся намного в глубину так до больших глубин и на большие расстояния. Это, получается, эхолотом отбивал? Да, конечно. Их все рыбаки питерские знают о них. Там вся судака, окуня ловят именно на этих грядах. Там, про них это никакая не тайна, рыбаки об этом знают. Ну. Вот продолжает вопрос. Мне очень нравится твоя гипотеза, потому что она очень многие вещи объясняет. Вот то, что мы сегодня Машенька с тобой про грин говорили. Я почему и спросил вначале про эти волны, потому что я склоняюсь, я тоже не могу, только могу фактами оперировать, что это могут быть следы тектонической, геологической деятельности, землетрясений, которые, кстати, тоже, поднимаясь с больших глубин, приводят к таким вот волнам. Ну, то, что было недавно в Фукусиме, когда там чуть-чуть пынь, а потом, извините, его сколько народу погибло. Расскажи немножко еще раз, что можно кратко, можно как угодно, про Глинт. Вот твою версию вот той катастрофы, которая на самом деле объясняет очень многие вещи и непосредственно связана в том числе и с Ладогой. Значит, если мы возьмем, быстро не получится, ну, постараюсь, значит, для понимания, да, есть следы нескольких событий катастрофических, при этом выделяется главное катастрофическое событие и его авторшоке. Они прослеживаются во всей локации и по северному берегу, и по южному берегу. По южному берегу у нас проходит так называемая русская платформа, русский щит. Он состоит из осадочных пород. Вот. И стык с скандинавским щитом – это кристаллический щит каменный, вот, преимущественно из гранита. Вот. Значит, на северном берегу мы с тобой видели следы этих катастрофических событий отслеживаются в стадиях выходов гранитов. Налицо реликтовый монолит, который разорвало, на его место вытек в жидкой стадии молодой гранит, и уже этот молодой гранит снова разорвало, и на его место вытек совсем свеженький молодой гранит, который на сегодняшний день буквально как отполированный. Следов эрозии как таковых на нем практически нет, он блестит до сих пор еще. В отличие от второй средней стадии, которая уже эрозированная, но еще сохранила свое такое вот, хорошее состояние. И реликтовый гранит, который весь эрозированный, весь в трещинах, причем трещины идут, кристаллизируются в форме трещины шоколадной плитки, как граната F1. И вот потом именно по вот этим трещинам и происходила выработка камня для его обустройства под поребрики, под блоки, под строительство. Вот. Все это мы с тобой видели. Это по северному берегу. По южному берегу эти оба события, не оба события, а следы этих событий прослеживаются в формате двух глинтов. Глинт — это на русский язык переводится как уступ. Вот два уступа, малый уступ и большой уступ.